Бабу-дудя гэнг-бэнг. Причмокивание, пуканье, бля. Саша шустро сушит шишки. Привет, в этом видео я научу тебя тренировать дикцию. Мое имя Рома Кит, и это рубрика «Дорога рэпера». Погнали! Если вдруг ты не до конца догоняешь, что такое дикция, объясняю максимально просто и доступно. Слушать человека с плохой дикцией настолько же стрёмно, как и читать написанное корявым почерком. То есть дикция – это условно мера красоты устной речи. Так вот, для того, чтобы твоя речь была красивой и отчетливой, для начала нужно учесть 3 фактора. Во-первых, правильное положение органов артикуляции соответствует правильному произношению. Что такое артикуляция, я уже рассказывал в видео об основах звукообразования, если ты его не видел, можешь посмотреть по ссылке вот тут. Во-вторых, нужно отрабатывать четкость произношения отдельных звуков в составе слов. От этого зависит разборчивость речи в целом и правильность ее восприятия окружающими. Стоит однажды этому научиться, и привычка останется с тобой навсегда. В-третьих, нужно замечать особенности своего произношения и своевременно от них избавляться. Под такими особенностями я имею в виду эканье, цоканье, причмокивание, мычание в паузах между словами и так далее. Что касательно именно дефектов речи, их можно условно разделить на 2 категории – биологические и социальные. К биологическим относятся такие, как заикание, картавость, гнусавость и заторможенность речи. Ну а к социальным, например, личные комплексы и низкая самооценка. Так что если ты попросту неуверенная в себе мямля, которая еле как выговаривает слова и зажевывает окончания, чтобы побыстрее закончить разговор и скрыться в тень, то, уверяю тебя, тренировка дикции и постановка четкой речи повысит твою самооценку, и ты будешь лучше чувствовать себя в обществе. Саму тренировку, как и любую другую, необходимо начинать с разминки. Рассказываю именно о тех упражнениях, которые делаю сам перед съемкой роликов и записью треков. Первое. Максимально раздуваю щеки и прокатываешь воздух по всей полости рта в разных направлениях. После этого еще несколько раз раздуваю щеки, но теперь настолько, чтобы воздух прорывался через губы и они сдувались сами по себе. Типа эффект лопающегося пузыря от жвачки. Второе. Опускаешь челюсть довольно низко, но не на максимум. И начинаешь водить ей сначала влево и вправо, а потом вперед и назад. Обязательно медленно, только если, конечно, ты не мазохист, мой дорогой друг. Это упражнение можно сочетать с проговариванием звуков И, А, О, У. Так ты заодно немного прогреешь голос. Третье. Открой рот, широко растяни губы и начинай водить кончиком языка от одного угла до другого. При этом следи, чтобы язык не катался по нижней губе, а касался именно уголков рта. После того, как ты поделал это, прижми кончик языка к губе и начинай прокатывать по губам полностью, сначала по часовой стрелке, потом против часовой. Теперь закрой рот, сильно опусти нижнюю челюсть и начинай давить языком сначала в левую щеку, потом в правую. И опять в левую, и опять в правую. Поделай так несколько раз, потом разомкни губы и поделай еще несколько раз. Под конец разминки слегка приоткрой рот и сначала вытягивай язык вперед, а потом затягивай его назад. После этого сделай язык широким, вытащи его изо рта и поочередно поднимай к носу и опускай к подбородку. При этом следи, чтобы губы не зажимались на зубы и язык оставался широким, а челюсть не двигалась. Как ты мог заметить, в разминке много упражнений для языка, поэтому она может помочь тебе не только в тренировке дикции, если ты понимаешь, о чем я. Кстати, если во время работы с голосом он начнет уставать, просто поделай какое-нибудь упражнение из разминки, чтобы восстановиться. Или я обычно делаю вот так. Некоторые люди глубоко уверены в том, что дикция – это результат долгих механических проговариваний сложных слогов и скороговорок. Но это не совсем так. Скорее наоборот, если слишком сильно заморачиваться на технике и выговаривании, можно получить обратный эффект в виде зажатия мышц лицевого и голосового аппарата, вследствие чего получение результата существенно затянется. Если какой-то из звуков получается сложно, не надо концентрировать на нем слишком много внимания, иначе он будет получаться еще сложнее. Расслабься и получай удовольствие, не надо себя уничтожать. В одном из роликов я уже говорил, что тренировка голоса – это приятный процесс, от него нужно получать только удовольствие. После того, как ты сделал качественную разминку, рекомендую начинать с проговаривания свистячих слогов со звуками С, З и Ц. Эти звуки помогают мышцам языка и губ принимать положения, способствующие четкости речи. Первое упражнение. Проговаривай следующие слоги. Пца, пцы, пце, пцо, пцу. Кца, кцы, кце, кцо, кцу. Бцам, цим, цем, цом, цу. Начинай тихо, а затем круг за кругом увеличивая громкость, усиливая артикуляцию. Второе упражнение. Выпиши для себя куда-нибудь 3 слова. Стакан, склянка, скалка.
Напиши их в строчку по 5 раз каждую, меняя очередность местами. После этого начинай их проговаривать в написанном тобой порядке, сначала медленно, а затем немного ускоряясь. При этом чем быстрее темп, тем четче должна быть дикция. Третье упражнение практически как и второе, только теперь нужно повторить все то же самое со словами «гильза, глаза, бирюза». Четвертое упражнение на взрывные согласные. Сначала произноси глухие согласные без голоса, со взрывом, в твердой и в мягкой форме. После этого произноси их в паре с любыми гласными звуками. По-па-та-ту-ка-ки. После этого парные им согласные и тоже с гласными. Ба-бу-ду-дя-гэнг-бэнг. После этих упражнений можно приступить к проговариванию сложных конструкций согласных. Лря, чра, мфо, хпе, зды. Буквы можно комбинировать по-разному. Придумай и выпиши для себя несколько сложных сочетаний и повторяй их, но не больше 3-4 раз за тренировку. Лично для меня, как для человека, картавившего до 13 лет, самым сложным сочетанием звуков всегда являлось т-р. Можно также составлять различные полноценные словосочетания и проговаривать их. 333 тетрадки. Трактор делал тр-тр-тр и тому подобное. И вишенкой на торте тренировки дикции являются, конечно же, скороговорки. Самое важное, что нужно о них уяснить, не надо торопиться проговаривать их как можно быстрее. Воспринимай их изначально как медленноговорки или как четкоговорки. Для начала медленно и вдумчиво прочитай скороговорку, вникни в ее смысл, пойми интонацию, в которой нужно ее проговаривать, и только после этого начинай медленно ее проговаривать, постепенно увеличивая темп и обязательно контролируя свое произношение. Скороговорок существует великое множество, и их все не переговорить и не выскороговорить, но я тебе приведу в пример свои самые любимые. Саша шустро сушит шишки. Курил турка трубку, клевала курка крупку. Цыпочек цепко цепляет цикала. Хвалю халву, хвалю халву. В кружочке братва, в бардачке трава. В недрах тундры выдры в гетрах тырят ведра ядра кедров. Для усиления эффекта от скороговорок некоторые люди набивают рот конфетами и начинают проговаривать скороговорки с набитым ртом. Но я тебе рекомендую использовать лучше фундук, потому что от конфет портятся зубы. И когда ты будешь составлять свой список скороговорок, рекомендую выбирать короткие, но сложные в произношении, нежели чем длинные и бессмысленные. Не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, если оно оказалось для тебя полезным. И кстати, можешь смело оставлять в комментариях идеи для новых роликов, так ты поддержишь меня и мое дело. До новых видео, пока!